Жизнь в замке, о которой мы можем судить по легендам и фильмам, таит в себе немало неочевидных для нас фактов. Казалось, что рождение аристократом и проживание в замке — лучший из возможных вариантов жизни в средние века. Но замок и его порядки привели бы в ужас современного человека. Давайте разберемся, почему. Сегодня замком могут называть любое жилое строение Средневековья, где жил аристократ. Так к замкам относят не только крепости, но и дворцы с поместьями, что неверно. Замок — это в первую очередь фортификационное укрепление, проще — крепость. Главной функцией этой крепости была оборона. При этом внутри жили семейства феодала, многочисленные слуги, а также располагался ряд построек, составлявших инфраструктуру замка. Заглянем внутрь. Фильмы рисуют нам сцены жизни обитателей замка в огромных залах, освещенных днем через роскошные цветные витражи и внушительных размеров окна. Так, например, слуга приходит будить своего господина, раздвигая бархатные портьеры над огромными дубовыми рамами. К реальной жизни в замке это не имело отношения по причине, указанной выше. Замок, призванный быть крепостью, практически не имел окон в современном их понимании. Чаще можно было увидеть узкую оконную прорезь. И интересный факт: замки с большими окнами все-таки существовали, но, как правило, они относились к более поздней эпохе, например, как замок Рактаят, Франция. Иметь проблемы с гигиеной. Обитателям замка приходилось смириться с сыростью, грязью, паразитами и неприятным запахом. Серьезной проблемой замков была нехватка туалетов. Как правило, их делали выступающим на стене маленьким помещением, отходы жизнедеятельности, из которого просто падали в крепостной ров. Это для господ. Слуг ждал общественный туалет, представлявший собой длинную доску с прорезями, под которой также была вырыта канава. Забудьте про ковры на полу. На пол был разбросан тростник или иные травы, чтобы впитать запахи и скрыть брошенные объедки и следы жизнедеятельности животных замка. По сути, куда бы вы ни пошли в замке, приходилось бы идти по ковру грязи. Беречь воду. Для средневекового европейца водопровод был неосуществимой мечтой. Проточная вода. Чтобы ею насладиться, нужно было идти к ручью или реке. Колодец был обязательным атрибутом замка, ведь в случае осады он призван был спасать жизни. Но с его строительством нередко возникали проблемы, так как замки строились на возвышенностях, не забываем о функции крепости, и чтобы добраться до воды, приходилось бороться с прочным скальным грунтом. Копать колодец могли на глубину свыше 100 метров, и занимало это от года до 5 лет. Итак, вода очень ценилась и тяжело доставалась. Поэтому даже владельцы замков редко когда могли позволить себе принять ванну. Гигиена отходила на второй план, ведь в замке находились животные, например, дорогостоящие породистые кони, которым также требовалась вода. Смириться с теснотой и холодом. Замки нуждались в десятках слуг, даже для поддержания элементарной нужд его жителей. Также там проживали несколько поколений аристократов с личными слугами. Таким образом, можно сказать, что жизнь в замке походила на проживание в микроскопическом тесном городке, все обитатели которого служили на благо одной семьи, владельцев замка. Толстые стены защищали от врага, но не от холода. Гобелены были призваны не только служить украшением помещений, но и защищать от промерзших и сквозящих стен. Жить с паразитами. Крысы были повсюду. С ними можно было только смириться. Самое неприятно, что они же зачастую служили причиной вспышек чумы. Также людей атаковали клопы, вши, блохи и прочие пренеприятные соседи, от которых не было спасения ни знати, ни слугам. Такова суровая реальность проживания в средневековом замке. И это еще без отражения нападения воинственного соседа, который мог бы держать замок в осаде. Совсем не похоже на романтичный образ, созданный в сказках и фильмах, не так ли? В средние века ощущение свежести было почти инопланетным понятием. Жестокая иерархия гарантировала, что от короля и его близких пахло лучше, чем от большинства. Тем не менее, замок и его обитатели жили, буквально утопая в грязи. Подметание пола было грандиозным мероприятием. Грязь на полу была самой настоящей, мало уступала уличной. Для сна у вас, вероятно, была соломенная кровать, на которой можно было расслабиться и отдохнуть от барахтания в грязи. Проблема заключалась в том, что солома привлекала паразитов. Теперь перейдем к еде. Вы моете руки перед едой? В замке вы были бы лишены такой возможности, ведь чистая вода была редкостью. Люди не мыли руки после посещения туалета, работы с животными. А ванна и вовсе была королевской привилегией и могла случаться раз в полгода или даже реже. Это была лишь одна из многих причин, по которым тогда свирепствовали.
В те давние времена рыцари были смелыми людьми. Но от них при этом ужасно воняло, и не только от пота, которым они заливались на жаре в своих кольчужных костюмах. Увы, уборные были для них редкой роскошью. А оказавшись там, вы, возможно, пожалели бы, что не зашли за кусты. По сути, это было общественное пространство с рядом ям, на которых можно было сидеть. Ваши отходы летели прямо в яму. Изучение замков показывает, что иногда в ее качестве использовался замковый ров. Неудивительно, что вокруг замка постоянно стояла вонь. Королевские уборные, конечно, обеспечивали монархам уединение и роскошь. Во всяком случае, по меркам Средневековья. Но, разумеется, кто-то должен был брать на себя неприятную работу, и поэтому при дворе существовала должность жениха королевского табурета. Он отвечал за переносные стульчики короля. Они всегда должны были быть под рукой и чистыми, жених отвечал за это головой. Другие знатные лица тоже могли иметь туалетные привилегии. Так, на фото выше — писсуар, обустроенный в комнате начальника замковой стражи. Тоже личный туалет, можно позавидовать. В Средневековье крысы гарантированно обитали в любом человеческом жилье, но в замках их было больше, чем в хижинах. Замки были золотой жилой для грызунов. При отсутствии гигиены и изобилии пищи они обитали там во множестве. Так что приятные хвостатые соседи, переносящие чуму, были рядом с обитателями замков в любом помещении. Нужна срочная медицинская помощь в средневековом замке? Не повезло. Медицинские знания в те дни основывались на древних текстах. Главным ориентиром были учения греческого врача Галена. Он верил в 4 жидкости как ключевые для здоровья человеческого тела. Одну из них, кровь, средневековые врачи обильно выпускали из тел пациентов в качестве средства от любой хвори. Впрочем, найти врача было сложной задачей. Роль костоправа обычно исполнял местный цирюльник или парикмахер. Он вырывал зубы, вставлял сломанные кости и выполнял простые ампутации. Для того, чтобы обеззаразить инструменты, врачи использовали мочу, так что в случае больного в доме содержимое ночных ваз берегли для доктора. Несмотря на то, что снаружи замки кажутся огромными и внушительными, у прислуги, живущей внутри них, было мало возможностей для уединения. Как правило, они жили в общих комнатах и наслаждались компанией друг друга. Отдельные помещения были у хозяев замка. В большинстве помещений было темно, холодно и сыро. В типичном средневековом замке жило, как правило, не менее 100 человек. Одно поколение слуг сменялось следующим, впрочем, так же, как и у хозяев. В глубоких подвалах владельцы замка, которые часто были феодалами на своей территории, совершали суд, держали заключенных, которых часто пытали. Методы были самыми изощренными. В представлении средневекового человека очищение души и избавление от грехов можно было достичь только через боль. Нужно было хорошо подумать, прежде чем совершать преступление. За обедом еду предпочитали запивать алкогольными напитками, вином, пивом, элем. Погреба замка имели большие запасы, с расчетом на то, что возможна осада. Неизменной частью владений был большой двор, на котором располагались хозяйственные постройки и колодец. Последний имел особую ценность. Замки строились на возвышениях. Это создавало трудности по добыче воды сквозь скальные породы. Известны замки, например, Кифхойзер в Тюрингии, в котором глубина колодца составляет более 100 метров. Строительство занимало несколько лет и требовало больших расходов. Этим и объясняется редкое принятие ванн и алкоголь за столом. Вода была на вес золота. Жизнь людей начиналась ранним утром на рассвете. Только тогда можно было что-то разглядеть через маленькие окна и сделать домашние дела. Слуги же вставали задолго до хозяев, чтобы успеть приготовить еду, убедиться, что подготовлена одежда. Завтракали очень рано и ограничивались кружкой воды или бокалом вина. Обеды также носили характер легкого перекуса и проходили в полдень. Главный интерес представлял ужин. Он начинался после 4 часов и подавался в большом зале. Во главе стола сидели хозяева замка. На столы выставлялись всевозможные кушанья. Кроме того, была постоянная перемена блюд. Это вам не привычные нам первое, второе и компот, а настоящее роскошное пиршество. Одни названия чего стоят: языки фламинго, верблюжьи пятки, мясо свиньи, откормленный сушеными фигами и утопленный в медовом вине, молоки мурен, мозги павлинов, гребни живых петухов. В замке необычным образом поддерживали чистоту. По полу разбрасывали траву, тростник. Сухая трава впитывала все жидкости, и запах от нее таким образом смягчал зловоние в замке.